Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. События до конца августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, мои дорогие стрельцы. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и все равно какой-то инсайт вы определенно получите. Из 23 августа у нас 5 планет будут в ретро-движении. Хорошая новость в том, что среди прочих планет находится Нептун. А по Нептуну всегда какая-то проходит, как непонятности, так и туман, какая-то неопределенность. То, что прежде для нас было под знаком вопроса или словно скрыто, здесь становится по своим местам. Мы можем узнать какую-то тайну, что-то может само по себе проясниться. Больше ясности в целом нам уже обещают на этот период. С одной стороны, ретроградный Меркурий 23 числа нам все-таки говорит, напоминает о том, что мы должны быть аккуратны и внимательны, когда мы пользуемся электронными системами расчета, например, не переходить по мутным ссылкам непонятным. Как бы нам, наверное, не хотелось, фишинг у нас процветает, и в целом может быть много информации, которую нужно перепроверять. Сама по себе информация может быть отчасти как и фейк, или просто очень быстрая смена событий. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. С 28-го Уран планетой. Мы знаем, что по Урану называют планета-разрушитель. Но я ее больше воспринимаю как небесный ускоритель, если так можно сказать. У нас не хватало, может быть, решимости, предпринять или принять ту обстановку, которая есть, за какую-то данность. А здесь именно идет ломка шаблона, какого-то стереотипа, и мы начинаем понимать, что, может быть, прежде нам это казалось невозможным, а на сегодняшний день есть какая-то реальность. Если мы прежде считали что-то противоречивым, а здесь это может быть в какую-то норму тоже вписано, или вообще какие-то принципы устоявшиеся тоже словно меняются, и нам нужно быть гибким и где-то так подстраиваться, адаптироваться, иными словами, мои дорогие стрельцы, под влиянием обстоятельств. И где-то преодолеть свои страхи тоже. И ведь на этом тоже не конец. В сентябре как раз у нас будет до конца декабря 2 планеты очень серьезные в ретро-движении. Это Юпитер, ваш Юпитер, мои дорогие стрельцы. Он будет в знаке зодиака Телец в ретро-движении. И помимо того значения, как считается Юпитер, планета большого счастья, но главное, это планета власти, это планета порядка, это планета какой-то структуры. И предполагается, что тут тоже могут происходить какие-то изменения, особенно с Ураном, который тоже будет в ретро-движении, опять же, в знаке Тельца до конца года, практически до 31 декабря. Вот какой-то новый порядок как будто будет формироваться. Будут пересмотрены какие-то прежние шаблоны или прежние какие-то постулаты. И мы этого не избежим, мы на это не влияем. Поэтому адаптация, мои дорогие стрельцы, и еще раз адаптация к тому, чего мы не сможем поменять. Не можем поменять, но сумеем подстроиться, боже мой. Раз нужно быть серым кардиналом, что поделаешь, раз такая жизнь у нас с вами, живем в эпоху перемен. Буквально. И по планетарным событиям-то тоже. Давайте мы с вами достанем первую карту и спросим, что завершится окончательно или что уйдет, может быть, из моей жизни. А что нового придет на мой порог, в мою жизнь. Неожиданные события мы достанем карту. Радостные события или что будет помогать, а что может помешать. И мы достанем 3 карты. Это как 3 события или, может быть, что-то одно значимое, но в каких-то вариациях. Итак, что же завершается? Замечательно. 9 мечей. Завершается. Эта карта называется или ночного кошмара, или каких-то страхов, как раз сомнений, неуверенности. Это того, что мы могли себе надумать. Или какая-то глубокая философия, которая нам мешала увидеть какую-то реальность. А здесь, может быть, обстоятельства нашей жизни так закрутят, что мы про и философствовать где-то забудем. И так тоже может проиграться. Но одним словом, страхи, сомнения, какая-то
ну, непонятная ситуация уходит. Больше будет ясности, больше будет толку, больше будет понимания, куда или к чему все движется, идет. И уверенности, самое главное, в себе. Ведь страхи не дают нам идти вперед или где-то удерживают нас в каком-то моменте, и мы часто теряем время. А здесь нет, у вас получится держать руку на пульсе. А что приходит? А приходит то, что вот все то, что я перечисляла до того, как раскладывала карты. 13-й старший аркан, трансформация, мои дорогие, надеюсь, все правильно понимают. И нам говорят, что какой-то прежний порядок или какая-то прежняя структура, или наши какие-то как мировоззрение или наши принципы, они тоже будут пересмотрены именно из-за того, что вокруг что-то меняется. Старший аркан – это всегда событие, отчасти непреодолимой силы, мы не можем это изменить. И карта подразумевает, что мы свободны где-то от ограничений вроде бы, но с этой свободой что делать непонятно нам. И по этой карте, по трансформации подразумевается, что какой-то начальный период мы словно пройдем в темноте, прежде чем пробьемся к свету. Надеемся сами на себя. Но, безусловно, какие-то словно оковы падают. Да? Я часто привожу аналогию этой карты с семечком, который мы садим в землю. И прежде чем маленький росток, который словно дремлет, спит, вот в центре этого зернышка первый этап – это когда рушится оболочка твердая, которая прежде для него была надежным панцирем. Вот для нас какой-то был прежний порядок, как панцирь, надежность, какие-то постулаты, может быть, даже шаблоны, но нам было это понятно. А вот здесь это должно быть разрушено, иначе не пробьемся к свету. Поэтому уже что-то разрушено. К прошлому назад дороги нет. Но пока мы пробьемся, пройдем, как тот росток, сквозь темную землю, пройдет какое-то время. И поэтому надо, наверное, держать где-то руку на пульсе и принимать все то, что приходит на наш порог, как какая-то конкретика, как какая-то новизна, может быть. Это нам в целом помогает правильно оценить обстановку. Что-то будет меняться в вашей жизни, и у каждого какие-то по-своему перемены. Может быть, у кого-то через работу начнется, да, период вот этой трансформации, у кого-то через личную жизнь, но так или иначе все сферы нашей жизни, они воедино потом будут с этими переменами связаны. Каковы неожиданности, смена статуса? Вот для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, 13-й аркан смерти, и для кого-то это могут быть перемены очень тяжелые, а для вас неожиданности выпадает карта императрицы. И неважно, кто меня смотрит, мужчины, девушки, женщины. Это карта статуса, это карта власти, ну где-то как по вашему Юпитеру, наверное. Так вот для вас будут новые возможности изменить что-то, или построить какую-то карьеру, или изменить свое финансовое положение, все что угодно. У кого-то может быть рождение ребенка, в перспективе тоже, или ваша смена статуса через достижения какие-то в бизнесе. Ну, всеобъемлющая карта говорит она еще о том, что в вашей власти будет очень много сделать. Все-таки императрица – это в первую очередь карта власти. Но это не император, который такой жесткий и, знаете, как с кулаком по столу, да, и есть мое мнение и неправильное, и других не существует. А нет, императрица, она как так вот плавно, аккуратно, больше какого-то диалога, разберется со всеми, вот благодаря этим мягким более энергиям. И с императором, если надо, тоже разберется, поэтому для нее практически нет ничего невозможного, потому что она умеет правильно где-то как контактировать с людьми, владеть дипломатией, так и с другой-то стороны она открыто миру или не строит перед собой каких-то жестких рамок. Это нам все помогает. Но для вас в неожиданностях одни приятности как будто. Или, по крайней мере, может быть, и будут какие-то шероховатости или какие-то неожиданности. Они все-таки есть с учетом 13-го аркана. Внезапности какие-то тоже для нас могут быть. Но так или иначе, значит, пространство для вас разрушает эти старые шаблоны, чтобы вы построили словно свое новое будущее. Совершенно поменяли свой статус. Больше вдохновения, больше радости, больше счастья для вас, мои дорогие стрельцы.
стрельцы. Поэтому быть открытым миру от начала до конца, где-то адаптироваться к любой ситуации, вы на 1000% сможете. Что нас будет радовать? Личная жизнь может радовать или отношения, может быть, даже если вы один или одна, тут тоже могут быть какие-то приятности. В целом, на оси отношения, деньги для вас будет что-то складываться в плюс, а для кого-то радость в вашей семье или радость, может быть, которая приходит от вашего партнера по браку, или, может быть, это еще и брак у вас не оформлен, а есть какой-то союз, ну так значит, скорее всего, будет и смена статуса. Или для тех, кто один или одна, есть возможность знакомства. Да. У кого-то может проиграться не совсем все-таки старшие арканы, они не на тот короткий период проигрываются, который мы смотрим, а где-то, ну, более длительный. И у кого-то есть возможность вообще изменить свою жизнь, правда? И не быть одному и одной. Кардинальные какие-то перемены, как будто у вас на пороге. И все это к радости, к благополучию и достатку, безусловно, поэтому тоже нам говорят. Но если мы говорим приятности, король кубков – это ведь тоже отчасти где-то великий манипулятор, потому что транслирует он дружелюбие и ту самую дипломатию. Он скорее будет договариваться, нежели ну, где-то так жестко подходить к людям или решать вопросы. И это для него дает преимущество. И вот если мы пользуемся этими энергиями, то нас это будет радовать. У нас не будет препятствий, мои дорогие стрельцы, поэтому пользуйтесь вот этой энергетикой, как по императрице я сказала. А что нам может помешать? Ну вот, император. Кулаком, если мы по столу шлепнем и скажем: нет, вот я так сказал, вот есть два мнения, мое и неправильное, будет вот именно так, и точка, и баста, и обсуждать я это не буду. Вот это нам точно сразу помешает. Или если мы где-то, знаете, захотим проявить свои эмоции, в каком плане? Ну, пойти в разнос, начать с кем-то выяснять отношения, кому-то что-то доказывать. Одним словом, свою власть или как бы насаждать свою волю, какое-то свое решение, доказывать кому-то правоту или вступать в какой-то, может быть, спор. Или когда мы не будем гибкими, понимаете, будем действовать по какому-то шаблону, хотя по императору все-таки есть такое значение, что он свою главную цель не меняет, но планы он, тем не менее, корректирует. Но вот где-то, когда мы, может быть, самоуверены чересчур, а сейчас период такой, что единственное, в чем можно быть уверенным, это ни в чем уверенным быть нельзя. Потому что сплошные какие-то перемены, астрологические даже явления. Хотим мы того или нет, планетам как будто тоже все равно. Астрологии, науки, мы можем в нее не верить. Но там тоже свои какие-то энергии присутствуют, несомненно. И им тоже все равно, что мы думаем. Они на нас все равно влияют. Поэтому вот учтите этот момент. 3 события. Шикарно. 6 кубков. Карта взаимопонимания, искренних отношений. И у кого-то это может проиграться вопросы с детьми или взаимопонимание в вашей семье, в вашей паре. Какие-то, словно вы вместе можете строить планы на будущее. То, что нас радует. В принципе, наше окружение близкое будет нас больше радовать, и какое-то приятное общение, и взаимоподдержка уже предполагается для кого-то из вас. Это могут быть сообщения от родственников или от далеких друзей, или, может быть, отношения на расстоянии, и вы будете думать, как вместе встретиться быстрее. И тогда, вы знаете, то, что нам раньше не давало, может быть, ну, конкретно не могли получить визу, чтобы куда-то поехать, отправиться. А здесь вы, скорее всего, по 13-му аркану все решите. Или у кого-то задерживались деньги, вы их тоже получите. Вот что ни возьми, тут благодаря тому, что что-то вроде как меняется, может быть и есть 1000 каких-то неожиданностей, турбулентность, но они для вас так или иначе складываются в плюс по всем сферам жизни и по личной тоже. Еще одно событие, давайте второе. Опять про личную жизнь, счастье, любовь, благополучие, теплый уютный дом. Мы можем, кстати, улучшать свое жилище или менять, переезжать, или задуматься о переезде, или делать его комфортным. Ну, у кого-то, может, и ремонт пройдет, или что-то такое. Но все равно 10 кубков – это, знаете, во всех сферах жизни какой-то баланс. И определенно какая-то радость у вас, мои дорогие,
будет. И карта выпадает как раз рядом с картой императрица. И правда смена статуса у кого-то произойдет по личной жизни. Какие-то новые перспективы с большим вдохновением, ощущением счастья. Как будто по картам мы можем себе такую, по крайней мере, судьбу перестроить, словно нам пространство будет помогать в этом. И быть счастливыми самое главное, наверное, для нас, и у нас получится. И третье событие. Рыцарь Пентакли, он, кстати, едет медленно, и у кого-то из вас это может проиграться как какой-то проект с финансовым посылом на будущее, который не будет продвигаться очень быстро, но зато это будет что-то надежно, на долгий срок, с каким-то прогрессом, не тем прогрессом, который может, знаете, такой вихреобразный, может быть и с большой прибылью, ну, например, да, если у вас бизнес, но и как приходят деньги, так и уходят. А нет, тут что-то на сохранение, тут что-то нам про стабильность говорят и на длительный период времени. А у кого-то и правда проиграется именно переезд или приезд человека к вам. Такое тоже может быть. А может быть и вы отправитесь в дорогу. Тут немножко по-разному. Но все это опять же стабильно и надежно. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.